Здравствуйте, дорогие любители вязания! При обзоре и тестировании пряжи Мидара, которую нам любезно предоставил магазин «Мир вышивки», я связала образец из этой пряжи. Для всех наших зрителей магазин «Мир вышивки» предоставляет большую скидку на все товары, целых 10%. Скидка действительно для первой покупки в этом магазине. Заходите в магазин, выбираете товар, и при заказе нужно ввести промокод слово «Магия вязания». Обратите внимание, как нужно это писать. Оба слова писать слитно русскими буквами и оба слова с большой буквы. При тестировании этой пряжи я связала образец ажурным узором номер 168 из книги Хитоми Шида «260 узоров спицами». И тогда вам сказала, что планируется сделать мастер-класс по вязанию этого узора. Перелистывая эти книги, я нашла в книге 250 узоров спицами этого же автора Хитоми Шида вот такой узор, похожий, тоже узор из листьев. Но листики в этих узорах смотрятся по-разному. И в этом узоре добавлен еще вот такой элемент и шишечки. И вот поскольку этот узор сложнее вязать, чем вот с того образца, то я решила сделать мастер-класс по вязанию вот этого узора. Это узор 79 из книги Хитоми Шида «250 узоров спицами». Вот, посмотрите поближе, какой он нежный, какие красивые листья. Схема у меня распечатана из русскоязычной версии этой книги. Здесь внизу показано, что пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. И, соответственно, вот этот условный знак – это лицевая петля на лицевой стороне, и изнаночная петля будет на изнаночной стороне. Так, ну, шишечку, как вязать шишечку, я покажу. Раппорт 24 петли в ширину и 20 рядов в высоту. Но мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. И еще хочу обратить ваше внимание, что в японских схемах все петли показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Вот как они на лицевой стороне вязания. Что очень удобно при круговом вязании. При вязании по кругу, по этой схеме вязать, ну просто вот одно удовольствие. Вяжете по схеме, читаете все ряды справа налево, и четные, и нечетные. А при поворотном вязании у нас четные и нечетные ряды, они превращаются в лицевые и изнаночные. И в изнаночных рядах мы уже петли будем вязать наоборот. Вот мы видим, что перед нами лицевая петля, мы будем ее вязать изнаночной. И наоборот. В общем, мы сейчас будем вязать. Схема будет, как всегда, перед вами. И вам будет все понятно. Я на это очень надеюсь. Набираем на спицу 26 петель вместе с кромочными. Первая кромочная снимается не провязывая, последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Смотрим на схему, смотрим на то, что я делаю, и слушаем то, что я говорю. И все у нас получится. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем лицевую петлю. Затем делаем накид и провязываем 5 лицевых. Затем снова делаем накид. И 3 петли нам нужно провязать с наклоном влево. Просто вот подхватываем 3 петельки и провязываем их с наклоном в левую сторону. Дальше 2 изнаночных. И теперь 2 петли подхватываем спереди и провязываем с наклоном в правую сторону. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 2 изнаночных. Затем нам нужно вывязать шишечку. Берем крючок,
И шишечка у нас здесь на схеме из двух полустолбиков с накидом. Вводим крючок в петлю на левой спице и вытягиваем петлю из рабочей нити вот слабенько, вот примерно вот такой величины. Ну, как будто мы провязали 2 воздушные петельки. Затем делаем накид и снова вывязываем петлю. И снова делаем накид и вывязываем петлю. У нас на крючке 5 петель. Через эти 5 петель мы провязываем петлю, закрепляем ее воздушной петлей, хорошо затягиваем, у нас уже шишечка готова. И теперь нам нужно ее закрепить, опустившись на ряд ниже. Ну вот мы вяжем в первом ряду, у нас нету тут нижнего ряда, мы просто вот подцепим вот эту перемычку. У нас получается, вот мы подцепили, у нас получается на крючке 2 петли. И протягиваем рабочую нить через эти 2 петельки. Вот так мы провязали шишечку. Возвращаем эту провязанную петлю на правую спицу. И вот у нас шишечка готова. И вяжем дальше. 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 лицевых и 2 изнаночных. Вот такой у нас первый лицевой ряд. Вяжем второй изнаночный ряд. Смотрим на схему и не забываем, что здесь у нас петли вяжутся наоборот. Мы провязываем 2 лицевые, 3 изнаночные. На схеме они у нас показаны. 2 изнаночные, 3 лицевые. Затем 2 лицевые, пока у нас петельки идут по рисунку, 1 изнаночная, 4 лицевые. Вот шишечка, у нас петля от шишечки провязывается лицевой. 1 лицевая, 2, 3 и накид мы тоже провязываем лицевой. 4 лицевые. Дальше будет изнаночная, 2 лицевые и 9 изнаночных. Здесь накид уже провязывается изнаночный. 2 накида здесь, они провязываются изнаночными. 9 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такой у нас второй изнаночный ряд. Здесь изнаночные ряды тоже вяжутся по схеме, но это не сложно. Вяжем третий лицевой ряд. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 1 изнаночная. Теперь 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, у меня петли уже легли по-своему при этом вязании, поэтому при вязании 2 вместе лицевой с наклоном вправо мне удобнее петли развернуть и подхватить их вот так с наклоном вправо. 2 вместе провязали. Те, кто вяжет с классикой, петли разворачивать не нужно, они удобно лежат. Затем у нас будет 1 лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова нужно привязать. Вот у меня изнаночная петля лежит удобно, а лицевая нет. И мы их переворачиваем. Я переворачиваю лицевую, и вот при развороте петель они удобнее подхватываются и красивее тогда лежат в узоре. Так, это мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 2 изнаночных. И теперь на следующей петельке мы снова вывязываем шишечку. Вводим крючок, еще раз покажу, а потом уже буду этой шишечки в ускоренном режиме делать. Вводим крючок в петлю на левой спице,
Сбрасываем петлю со спицы, вытягиваем вот так вот довольно длинную петельку, делаем накид и снова вытягиваем петлю. Один полустолбик с накидом и еще один полустолбик с накидом. На крючке 5 петель, протягиваем через них рабочую нить и закрепляем ее воздушной петлей. Шишечка готова. Опускаем крючок в петлю на ряд ниже и подхватываем эту петельку за левую стенку. И у нас на крючке 2 петельки, через которые мы протягиваем рабочую нить. Хорошо затягиваем и возвращаем эту петельку на правую спицу. Хорошо затягиваем. Шишечка готова. Дальше у нас будет 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных. И вот перед нами 3 лицевые петли. Мы третью петлю накидываем на первую и вторую. Такой вот узелок вяжем. Теперь провязываем первую петлю лицевой скрещенной. Вот лицевую я сейчас вот так провязала, а лицевую скрещенную нужно подхватить петлю сзади и развернуть ее. Лицевая скрещенная, делаем накид и снова провязываем лицевую скрещенную. Вот так. Мы из 3 петелек сначала сделали 2 и теперь восстановили их количество. И 2 изнаночных у нас будет в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд, 2 лицевые. И теперь нам нужно провязать 3 изнаночных скрещенных. Вот изнаночная петля, я вяжу ее вот так. А изнаночную скрещенную мне тоже нужно ее подхватить. Мне нужно ее подхватить вот сзади и провязать изнаночный. Накид у нас тоже нужно провязать изнаночной скрещенной, нам здесь дырочка не нужна от накида. Тоже подхватываем сзади накид и провязываем изнаночной скрещенной. И еще раз провязываем изнаночную скрещенную. Вот, мы провязали 3 изнаночных скрещенных, и у нас нету никакой дырочки. Дальше у нас будет 2 лицевых, 2 изнаночных. Обратите внимание, 1 лицевая из этих двух. Мы провязываем ее изнаночной. 2 изнаночных, 4 лицевых. Вот петелька от шишечки тоже вяжется лицевой петлей. 1, 2, 3 и 4. Накид здесь тоже провязывается лицевой. Далее у нас будет 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 изнаночных. Следующий накид уже изнаночный. 2, 3, 4. Далее будет лицевая петля и 4 изнаночных. Ну, как вы понимаете, в начале немножко нужно внимания, тут побольше, конечно, шишечка вывернулась. И ну, просто нужно въехать в схему. Провяжется 1 раппорт, и все, дальше уже будет намного легче. 5 лицевой ряд. 1 лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, за задней стеночки провязываем, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь я петли разворачиваю. Лицевая, накид, лицевая и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 3 изнаночных. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая петля. Мы провязали часть узора с листьями и теперь вяжем рельефную дорожку. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, разворачиваем петельку, 1 изнаночная, лицевая скрещенная и 2 изнаночных до конца ряда. Мы теперь до 15, по-моему, ряда мы будем вязать одинаково
эту вот петли дорожки рельефные будут вязаться у нас одинаково. Шестой изнаночный ряд. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевые. Мы провязали петли дорожки. Далее вяжем 3 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, лицевая и 1 изнаночная. Вот здесь главное в изнаночных рядах, главное понять, что накиды, вот у нас листик, накиды, которые идут вокруг листика вот с нижней стороны, мы их в изнаночных рядах провязываем изнаночными петлями. А вот накиды, которые уже с внешней стороны листика идут, мы их провязываем в изнаночных рядах лицевыми петлями. Седьмой лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 1 изнаночная и снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаем накид. 2 изнаночных. И теперь нам нужно 3 петельки провязать вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Вот у меня 2 изнаночных, их удобно провязать вправо, подхватить за передней стенки, провязать с наклоном вправо. А лицевая петелька неудобно лежит, я ее разворачиваю, и все 3 петли я подхватываю за передние стенки, провязываю 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет накид, лицевая, накид, лицевая. И петли дорожки 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Восьмой изнаночный ряд. Провязываем 2 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевые. И вяжем листики. 5 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Девятый лицевой ряд. 1 лицевая, 2 изнаночных, накид, 3 вместе лицевой нужно провязать с наклоном влево. Вот изнаночная петля у меня некрасиво лежит для этого. Я развернула ее, провязываем 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Дальше делаем накид, 2 изнаночных, лицевая, 1 изнаночная. И теперь 3 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Так. Делаем накид, 3 лицевых, накид, лицевая и петли дорожки. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная и 2 изнаночных. 10 изнаночный ряд. 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых. 7 изнаночных,
здесь все накиды вот провязываются изнаночными. Дальше у нас будет лицевая, изнаночная, 3 лицевых, здесь накид уже лицевой вяжется, изнаночная петля, 3 лицевых и в конце ряда 1 изнаночная. Одиннадцатый лицевой ряд. 1 лицевая. На следующей петле вывязываем шишечку. Далее у нас будет 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 5 лицевых. Накид, лицевая, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. 12 изнаночный ряд. 2 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых. Дорожка провязана. Дальше у нас будет 9 изнаночных. Здесь накиды мы провязываем изнаночными. Далее у нас будет 2 лицевых, изнаночная, 4 лицевых, шишечка, петля от шишечки тоже лицевой провязывается, и 1 изнаночная в конце ряда. 13 лицевой ряд, провязываем лицевая, изнаночная и снова вывязываем шишечку на следующей петельке. Хорошо подтягиваем петли и вяжем дальше. 2 изнаночных, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше у нас будет лицевая петля, накид, лицевая петля. И петли дорожки 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная и 2 изнаночных. Я уже петли дорожки провязываю быстро и говорю быстро. Они вяжутся одинаково. Вот. Уже видно, да? Что-то уже вырисовывается. 14 изнаночный ряд, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевые. Дальше у нас будет 4 изнаночных, лицевая, 4 изнаночных, лицевая, изнаночная, 4 лицевых, и 2 изнаночных в конце ряда. Обратите внимание, здесь 1 лицевая и 1 изнаночная. Мы их провязываем изнаночными петлями. Вяжем 15 лицевой ряд. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше будет 3 изнаночных,
накид и снова 2 вместе лицевой провязываем с наклоном влево. Вот обратите внимание, я изнаночную петлю за лицевой вот сразу подхватываю, вот разворачиваю сразу, не снимая петли, вот так. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше у нас будет 1 лицевая, накид, лицевая и снова провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем у нас будет изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. И вяжем петли дорожки, 2 изнаночных. И снова теперь делаем замочек. 3-я петелька накидывается на 1-ю и 2-ю. И провязываем лицевая, накид, лицевая. И 2 изнаночных в конце ряда. 16 изнаночный ряд. Петли дорожки мы теперь вяжем по рисунку. То есть так, как они у нас лежат. Перед нами 2 лицевые, 3 изнаночные, накид здесь изнаночный провязывается, здесь уже дырочка нужна, и 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, накиды лицевые здесь, 2 изнаночных и снова накид провязываем лицевой. Это будет 2 изнаночных и 4 лицевых. Вот накид лицевой. И еще 3, 4 лицевых и 3 изнаночных в конце ряда. Сама запуталась немножко. Поэтому я его вяжу снова. 17 лицевой ряд. Лицевая, накид, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше у нас будет изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая и 2 изнаночных, 3 лицевых и 2 изнаночных. Восемнадцатый изнаночный ряд. Провязываем 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых. Дальше у нас будет 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых и 5 изнаночных до конца ряда. Девятнадцатый лицевой ряд, лицевая петля, накид, 3 лицевых, снова накид и 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных, накид, 3 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо. Делаем накид, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных и хотела уже 3 лицевых провязать, но мы здесь снова делаем замочек. 3-я петля накидывается на 1-ю и 2-ю и провязываем лицевая, накид, лицевая. И в конце ряда у нас будет 2 изнаночных. И вяжем 20 изнаночный ряд, это последний ряд раппорта. У нас будет 2 лицевые, 3
изнаночные, 2 лицевые, затем 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и 7 изнаночных до конца ряда. Ну что, чудо чудесное! Смотрите, какая красота! Изумительные листики. Очень-очень-очень интересно. И вязать интересно. Посмотрите, как красиво все-таки смотрится этот узор. Шикарный палантин можно связать, плед можно связать. Кому не нравятся шишечки, уберите их. Он прекрасно будет смотреться и без шишечек. Здесь образец из пряжи потоньше, 50 грамм, 200 метров, спицы 2,5 номер. И здесь пряжа потолще, в 50 грамм, 135 метров и спицы номер 3. Прекрасно смотрится из пряжи любой толщины. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.